Когда мы пришли в парк, мы сначала не поняли, что происходит. Было очень много подростков. Потом стало понятно, что это концерт, потому что играла громко музыка, били барабаны. И только позже мы узнали, что это был концерт барабанщика Андрея, который достаточно часто проводят в Одессе, и его просто обожает большинство подростков города. Сегодня 1 июня 2026 года, и всем привет из Одессы! Всем большой привет! Кто это у нас появился на видео? Даже не знаю. Это наша Ирочка. Рада всех видеть. Надеюсь, это взаимно. Вот такой красивый ирис. Посмотрите, какая прелесть. Уже цветы потрясающие просто везде. Это ж надо было природе такое создать. Сегодня день защиты детей. По всему городу очень много концертов. Раздают бесплатное мороженое, бесплатные соки, бесплатную шаурму. Для детей бесплатный вход в зоопарк до 14 лет. Жаль, что мы немного старше. Мероприятий для детей. Сегодня, вчера, но очень жаль, у нас сегодня какая уже, 3-я или 4-я тревога. Да, к большому сожалению, только что был отбой воздушной тревоги. Бесконечно над Одессой летают дроны. И сегодня день защиты детей. Очень бы хотелось, чтобы сегодня небо над Одессой было мирным, чтобы дети могли почувствовать... Спокойно отдохнуть и начать это лето не так, как мы начали этой ночью. Да. Сегодня первый день лета. Хочется пожелать, чтобы у всех нас это лето было незабываемым, прекрасным, каким-то позитивным, веселым, и поменьше было тревог и обстрелов наших городов Украины. 100%, чтобы наши дети как можно больше отдыхали от такой сложной жизни, такой сложной зимы. В общем, дай бог, лето начнется хорошо, не так, как сегодня ночью. Смотрите, здесь красивые такие цветы. Вообще невероятное место, и это место вдохновляет людей писать красивые картины. Смотри, Ир, видишь? Ирисы мужчина рисует. У нас много зрителей на канале, которые приезжают из разных городов Украины в Одессу по внутреннему туризму летнему, відвідують нашу українську перлинку. Значит, у нас в районе Черемушек, это не очень далеко от центра города, от автостанции, есть прекрасный парк Маркетвер. Вы можете приехать сюда вечером или днем с детьми, здесь много кафешек, аттракционов, красивых локаций. Вы будете в восторге, ваши дети тоже. Сейчас как раз начинается такой замечательный сезон, когда по всему парку начинает распускаться, посмотрите, какие невероятно красивые розы. Розы абсолютно разных цветов. Сегодня потеплело, 19 градусов, нет ветра, собирался дождь, но он куда-то ушел, обошел нас стороной. И хоть сегодня тихо, спокойно, безветренно, ну и дальше, говорят, только тепло к нам придет. Вот красивый парк, счастливые дети, там концерт, там какие-то выступления, аттракционы. Но вы представляете, сегодня у нас практически целый день над городом летают дроны. И было уже несколько тревог, и у нас была очень сложная ночь. Мы лично 2 раза в убежище ходили. Да, мы ходили 2 раза в убежище. К сожалению, была атака на город. К сожалению, снова есть разрушения, снова есть пострадавшие люди. В общем, лето у нас началось не на очень положительной ноте, из-за того, что начиная с 12 часов ночи был обстрел. Но посмотрим, каким оно будет дальше. В прошлом году, да, у нас тоже лето было невеселым. Мы даже не поняли, как оно прошло. У нас были очень сложные ночи. У нас были нормальные, день был нормальным, то есть можно было, не всегда, конечно, но а ночью это был кошмар. Да, я помню, утром просыпаешься, снова не спал, даже не было возможности поехать на море часто, потому что
это время, что можно с утра поехать на море, просто надо было поспать, потому что невозможно ничего делать не выспавшимся. В парке Марка Твена много заведений, в которых можно вкусно покушать и просто на чистом воздухе, знаете, отдохнуть, вот так вот, выпить кофе, выпить какой-то вкусный чай или прохладный напиток. А вот это вообще одно из наших любимых мест здесь. Сейчас зайдем, вам покажем почему. Очень нам нравится это место, а все потому, что здесь есть очень умные и прекрасные жители. И сейчас вы видите, какие. Многие из наших зрителей, с которыми мы уже здесь были, знают, что я имею в виду. А еще у нас в Одессе, видите, есть Эйфелева башня, ну, немножко в меньшем размере. Но это не делает ее хуже. Да. В этом прудике живут рыбки. Они называются карпы-кои. Они впервые появились в Японии. И хочу вам сказать, что эти рыбы очень и очень умные. Ой, класс. Еще здесь водятся вот такие милые, прекрасные уточки, но о них немного позже. Смотрите, сколько здесь рыбок. И мы приходили, Ир, с тобой зимой сюда, да? И пруд замерз, а рыбки в нем остались. У них, наверное, какой-то обед. Не знаю, перемещаются, путешествуют. Здесь все так ухожено, такой чистый, красивейший прудик с кристальной водой. Ну и вот эти рыбы. В современной Японии ни один сад не обходится без пруда с карпом кои, начиная от небольших домовладений и заканчивая крупными городскими парками. И карпы кои еще ценятся тем, что они живут до нескольких десятилетий. Это достаточно много для рыбы. Рыбы в Японии являются символом дружбы и любви. И само слово кои созвучно японскому слову, означающему любовь, привязанность. Какой-то ребенок так смотрел на рыб, что потерял очки, потому что вижу, что они детские. Вообще на этой территории можно поиграть в гольф. И просто вот в таком кафе на водичке, как такая альтанка, я не знаю, как это правильно назвать. Беседка. Нет, это не беседка. Вот на воде вот так вот столики, кресла. Вечером тоже здесь везде подсветочки. Интересно, что эти рыбы плавают туда-сюда? Я так рада, когда у нас появляется все больше новых мест, в которые люди могут прийти, отдохнуть, увидеть что-то прекрасное и отвлечься от всех жизненных проблем. Очень важно, когда в городах много созидается, а не разрушается. Мы сегодня прочли замечательную фразу, что детство бывает только один раз. Поэтому нужно его беречь, так сказать. У нас, конечно, дети... Беречь детство других. Да, у нас, конечно, дети взрослыми. настрадались уже за 5 лет войны. И представляете, вот маленький ребенок передо мной, прям я подумала, что, возможно, да, мальчик, сколько ему, лет 5, он практически и не жил в мирное время еще. Уже где не идешь, все цветет. Невероятно красиво. Мы каждый и зимой, и летом, и весной, и осенью приходим в этот парк, и здесь что-то новое высаживают, какие-то новые растения, новые цветы, подпиливают, вырезают красивые фигуры из старых деревьев. В общем, я говорю, если вы будете в Одессе, если вы живете в Одессе, допустим, на поселке Котовского, приезжайте, вам очень понравится. Да, вот этот платан огромнейший просто. Да. Смотрите, подойди, Ир, к нему. Смотрите, Ира, по сравнению с ним, знаете, такая кнопочка. Он огромнейший. Да. Обнять не получится. Увековечили любовь на нем. Ну, я не понимаю, зачем это делать? Учите своих детей не травмировать дерево, потому что это не имеет никакого краще вмерти стоячи. Не жити на колінах. Хорошее выражение, да? но не на дереве. Не. Писать вот на деревьях, учите своих детей этого не делать. За парком явно ухаживают, и хочется поблагодарить всех, кто причастен к
к созданию такой красоты, потому что уже гортензии уже идешь. Что только стоит вырастить в Одессе гортензии с нашим климатом. Это ж их надо все время поливать. А там в парке же еще проходят танцы для взрослых по вторникам и по пятницам. Вы можете прийти и потанцевать с подружками и друзьями. Да, в наших старых видео Себя есть. показать, на других посмотреть. Да. Особенно если вам там за 50, вы самые активные танцоры, тем, кому за 80. Мы до сих пор удивляемся, где эти люди берут силы. И зимой, и летом 2 раза в неделю по 2-3 часа танцевать. Такие интересные идеи пошли. Сейчас, кстати, очень интересная мода у детей и подростков. Нам ее не понять. Она Да, совершенно осторожно. другая. Да, и причем она одинаковая и в Европе, и у нас. Розовые, зеленые, Была синие тополиный волосы. пух. Дать У тебе вас с собой водички? вода? Да. Ой, тополиный пух в парке просто везде. И берите с собой водичку, Мода потому у что... детей потрясающая. Где кто ее придумал, не знаю. Но Эмо. дети- Ну, я когда в школу ходила, тоже вот эти все стили эмо был популярным, но не так широко он использовался. Я, кстати, с девочкой общалась, которая тоже немножко эмо была. Но мне этого с детства не понять. Ну да. Все мы индивидуальны. Мы не осуждаем, не обсуждаем. Главное, Да. чтобы детям было удобно и комфортно, Да, и они были и счастливы. они были счастливы. А вот матча. Делитесь, любите ли вы матчу. Она, кстати, очень и очень сильный антиоксидант. Не все любят, потому что она не очень вкусная, но матча действительно такой энергии прибавляет, но и очищает организм. Пока я вам тут показывала, что можно купить, Ира уже убежала. Все покажем, почем качели детям. Идем. Можно покататься в парке на лошадках. Здравствуйте, а сколько стоит прогулка на лошадке? 180? Это сколько минут? Что? Вокруг аттракциона. Спасибо. Ира, хочешь покататься на лошадке? Я тяжелая, это Да, 55 килограмм. 57, 500. В парке Марка Твена есть и аттракционы, различные качели для детей. Я помню, я в детстве тоже каталась на такие машинки, и это было целое событие на них пойти. Очень круто, весело, и сейчас, видите, это до сих пор живет и пользуется популярностью. Хоть, конечно, людям постарше не всегда нравятся такие покупки. Здесь можно увидеть цены на билеты на различные аттракционы. И здесь можно покупать акционные билеты, я так понимаю, на все качели. Смотрите, ставьте на паузу, ознакомливайтесь с ценами и приходите сюда с вашими детками немного отдохнуть и повеселиться. Часто в парке можно увидеть вот такой паровозик, на котором можно покатать детей и взрослых. Детский билет 60 гривен, взрослый билет 80 гривен. Немножко пошкодничали. Я тебя посняла. Я ж не буду тяжело. Чей ребенок? Мы ходим в бомбоубежище, и с Там нами тоже ходит такая семья. мальтипушка. Да, с такой мальтипу. Мы уже подружились. Да, его зовут Арчи. Мы его чухаем, там за уши вот нам на руки прыгает. И в бомбоубежище во время тревоги не так грустно и страшно. Все-таки животные делают нашу жизнь гораздо лучше. Выходите немножко из квартир, из офисов, когда есть время, дышите воздухом, наслаждайтесь летом, пока еще все зеленое, пока еще все красивое, потому что в Одессе сейчас будет холодно-холодно, а потом как жарит жара 40 градусов, и все это очень быстренько засохнет. И мы будем мечтать о прохладе.